Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько у нас на канале не было интересных классических сборок. Исправляюсь. Сегодня у нас будет необычная сборка Windows, а именно сборка, которая основана на Windows 98. Это первый раз, когда я обозреваю классическую сборку на основе Windows 98. И называется она Windows 98 EF. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали. Будет очень интересно. Загружаемся с установочного образа данной сборки, и перед нами появилось загрузочное меню, в котором мы можем выбрать загрузку жесткого диска, автоматическую установку Windows 98 EF, выборочную установку Windows 98 EF, запустить Volkov Commander, запустить MS-DOS 7.10 EF, запустить чистый MS-DOS 7.10, запустить утилиту от Acronix, запустить утилиту от Norton, запустить тест диска, насколько я понял, и перезагрузить компьютер. Выбираем выборочную установку Windows 98 EF. Какой, кстати, тут сейчас классный шрифт. Мне прям шрифт нравится. Так, нажимаем тут Enter и ждем, когда появится окошко с установкой Windows 98. И оно появилось. Обратите внимание, это Windows 98 EF, а не 98 SE. Операционная система существенно доработана. Windows 98 EF включает все нужные обновления, заплатки и драйвера, дополнительные компоненты и приложения. Установка Windows 98 EF стала быстрее и проще, а работа надежнее и удобнее. Тут нажимаем кнопку продолжить, ждем пока подготовится мастер установки Windows 98. Итак, у нас тут появилось сразу лицензионное соглашение. Оно прям интересное. Вот, зачитаю вам сейчас, что тут написано. То, что вы получили возможность пользоваться включенными в этот дебустрив программами, вовсе не значит, что вы получили на это право. Да ладно! Давайте мы примем это лицензионное соглашение. Я уже понял его суть. Я вот ключа продукта пропустил, потому что там все-таки был ключ, но он был автоматически написан, но я решил не показывать ключ продукта. Наверное, вы, скорее всего, понимаете, по каким причинам. Нажимаем тут далее и ждем, пока будет выполнена подготовка папки. И еще проверяется свободное место на диске. Так, давайте с вами выборочную установку выберем. Я хочу вам показать, какие тут компоненты есть. Нажимаем далее и, как обычно, мы вводим свое имя и организацию. Ну, напишем по стандарту Артем и организацию вот такую. Вы ее прекрасно знаете. Если вот вы давно смотрите мой канал, вы знаете, что такое аппарат, вы это и так знаете. И тут посмотрите, самое интересное. Посмотрите, сколько здесь программ. Большинство этих приложений мы с вами обязательно посмотрим. Я прям с удовольствием здесь сейчас все выделю, просто это слишком долго будет, поэтому я запись поставлю пока на паузу, чтобы я сильно не тянул время к данному ролику. Все, я выбрал все компоненты, практически я все здесь выбрал до установки, мы можем спокойно нажимать далее. Здесь мы оставляем все по умолчанию. Далее, далее. Тут еще нас попросят создать аварийную дискету, но мы согласимся и нажмем здесь отмена и нажмем кнопочку ОК. Теперь нажимаем кнопку далее, и тут обычно всегда написано: откиньтесь на спинку кресла. Вот, тут правда нам пишут: не торопитесь откидываться на спинку кресла, пока Windows 98 EF устанавливается на ваш компьютер. Откиньтесь на спинку кресла, пока устанавливается Windows 98. Я не уверен, что копирование файлов будет прям быстрым, поэтому я запись ставлю сейчас на паузу. Тут, кстати, можно почитать, что было добавлено, что было обновлено, что было тут заменено и так далее, и так далее. Я и целиком все эти сообщения показывать не буду. Попробуйте-ка зарегистрировать вашу копию Windows 98 EF. Разработчики Microsoft Windows 98 и Игорь Федоренко. Игорь Федоренко — это автор данной сборки. А тем временем, через 15 секунд у нас произойдет перезагрузка компьютера. Давайте мы сразу нажмем на перезагрузку и посмотрим на саму Windows 98. Итак, она сейчас запускается. О, кстати, как раз русский шрифт наконец-то появился в DOS. Устанавливается поддержка устройств компьютера, в том числе самонастраивающийся Plug and Play. Тут, кстати, установка устройств написана каким-то интересным шрифтом. Обратите на это внимание. Кстати, тут логотип системы изменен. Этот логотип немножко напоминает логотип Windows XP. Да, кстати, текст немножко на самом деле изменен, но в оригинальном стиле. Ладно, да подождем еще одну перезагрузку, и я потом обязательно к вам вернусь.
И еще одна перезагрузка системы будет прямо сейчас. Кстати, логотипа Windows 98 реально нету. Я только вот сейчас увидел, пока была вторая перезагрузка. Тут реально написано только текст, как будто MS-DOS запускаешь. Я так понимаю, тут уже шрифты, да, по-другому стали. Да, кстати, очень заметно. Вот теперь видно, что это шрифт оригинала. Тоже устанавливается еще устройство. Это всегда стандартный начальный этап установки каждой версии Windows. Так, у нас тут свойства даты и времени. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, время правильно, мы это закрываем. Ну и далее идут обычные классические этапы установки 98-й винды. Да и в 95-й они похожи были. Но на самом деле они выглядели там совсем по-другому. И далее идет завершение установки в таком окошке. Вот это окошко вы могли видеть в операционной системе Windows Millennium Edition. Именно там и было вот это окошко. В оригинале Windows 98 регистрации настроек таких на самом деле не было. Там было только окошко, где вот здесь была анимация барабана и тоже прогресс. Ставлю сейчас ролик на паузу. Итак, второй этап установки был успешно завершен. Произошла еще одна перезагрузка и ждем, пока загрузится операционная система. Все это долго, кстати, ставилось. Ого, этот фон почему-то мне напоминает установку Windows XP. Давайте мы с вами посмотрим. Ого, какая тема! Это тема а-ля Windows Vista CS7. Ничего себе. Иконка, кстати, тут поменялась. Да, по своей сути мы уже установили систему. Давайте мы ее с удовольствием загрузим. Да, кстати, из-за того, что тут установлено много программ, система может долго загружаться, это нормально. Идет создание базы данных драйверов Windows. И сейчас доустанавливаются драйвера. Кстати, надо будет сюда поставить обязательно VMware Tools для улучшения производительности виртуальной машины. Реально, вот честно, этот фон мне очень сильно напоминает установку Windows XP, так как при установке оригинальной Windows XP вы его часто могли видеть, когда только-только запускался графический этап установки. Так, у нас тут много чего запустилось. У нас тут запустился какой-то сканер, мы его закроем. Да, мы завершим с ним работу. Так, здесь нажмем кнопку ОК. Нет, нам пока сканер не нужен. Это создание баз-шрифтов, мы отменим это все. Да, закроем. Это все закроем. Да, выход. Господи, да что за программы сегодня много позапускал. Даже, видите, система подтормаживает. 98-я. Так, и даже баги пошли. Окей, здесь надо нажать. Да, из-за того, что подлагивает система, немножко тут все подвисать будет. Это нормально. По факту мы запустили сборку. Блин, по иконкам это реально Windows 7. Это реально семерка. Ого, какие красивые обои. Даже вот какая-то игра есть. Но перед тем, как мы все-таки все это посмотрим, я сейчас все-таки установлю сюда виртуальные драйвера VMware Tools, потому что я считаю то, что производительность... Опа! Опа, ничего себе! Сборка настолько тяжелая, что аж мы диск C сильно забили. Не может быть. Похоже, это MS-DOS 6. Он создал диск C размером где-то 2 гигабайта. Надо будет после установки драйверов, если, конечно, это сейчас получится, я обязательно расширю сейчас диск, потому что иначе нам этого не хватит. Вот мне что-то чисто стало интересно. А сколько места это занимает? Ого, какие баги. Давайте посмотрим, сколько. Всего 544 килобайта? Ну нахер. Вот это тяжелая сборка. Ладно, я запись пока ставлю на паузу и пойду сейчас расширять диск Acronix. Во время перезагрузки произошел отвал. Смотрите, отвал в режиме MS-DOS. Такого на моем канале еще не было. Вот это прикол. Таких приколов я еще не видел. Все, я расширил место на системном диске. Теперь нам точно хватит места. Там примерно 8 гигабайт сейчас свободно. Поэтому без всяких проблем ставим VMware Tools. Или же виртуальные драйвера. Вот мне нравится слайд-шоу из этих обоев. Вот они прям меня как-то радуют. Запускается у нас установка VMware Tools. Ну тут все быстро будет устанавливать. И перезапускаем операционную систему. Вау! Высот! Синий экран смерти! Гениально. Вот это прикол! Таких приколов я еще не видел. Ну все, система сейчас пойдет завершать работу. Не, ну то, что синий экран при завершении работы появился, вот это уже точно был прикол. Сильное заявление. Так, все, мышка стала работать отлично, графика на лучшем уровне. Теперь просто ждем, пока загрузится рабочий стол. Вот, кстати, при каждом включении этой сборки обойна сзади все время меняется. Вот все время. То другая была, то это, то еще какой-то вариант был. Так, опять у нас много чего запускается. Это все мы позакрываем сейчас.
Кстати, надо будет лишние программы позакрывать. Вот мышка стала удобнее работать. Что у нас тут есть? Регулятор громкости. Еще один регулятор громкости. Гениально. Auto Switcher сразу вижу. Классная программа по автоматическому переключению раскладки клавиатуры. Тут очень много интересных фонов. Давайте начнем как раз с этой части. О, прикольно выглядит. О, вот это, по-моему, красиво. Давайте ее применим. Ну, в принципе, неплохо выглядит. Качество, конечно, желает оставлять лучшего. Не обращайте внимания на вот такие баги. И в оригинале Windows 98 то же самое есть. Это связано со скоростью эмуляции моего процессора. Поэтому такие визуальные баги, увы, это норма. Обойна прям замечательно. Так, у нас тут милая девушка изображена. Так, это у нас... О, какая красивая обойна. Прям синий оттенок. Control. Это у нас что интересно? Ух ты! Компьютерная тематика. Замечательная обойна. Так, ну тут очень много их. Я не хочу сильно на этом заострять внимание, потому что, хотя их тут очень много. Так, ну прям очень много. Тут и девушки есть. В нулевые годы это было нормально, поэтому не удивляйтесь этому. Так, о, вот она, та самая обойна, которая тут по стандарту обычно идет. Техно тут какая-то обойна есть. Похожая на Windows XP. Но по названию, хотя это не так. Так, дальше стандартные обои Windows 98 идут. Ну, вот эти самые картинки, которые не очень. Жалко, тут нет обойной установки. Ее, похоже, удалили. Жалко, я эту обойну любил. Давайте мы вот эту обойну оставим по умолчанию. Темы мы чуть-чуть попозже посмотрим. Так, зайдем в меню пуск. Кстати, тут то, что иконки тут крупные, это нормально. Так, посмотрели мы с вами разные обои. А теперь давайте мы рассмотрим программное обеспечение, которое было установлено во время установки данной сборки. И начну я с файловых менеджеров. И первым у нас пойдет DOS Navigator. DOS Navigator — это файловый менеджер, который был написан специально для MS-DOS. Вышел он где-то в середине 80-х годов и имеет вот такой вот текстовый интерфейс. Но при этом он был цветной. Вот такой вот файловый менеджер, он очень похож на Nortel Commander, а также на Volkov Commander. Так, нажимаем здесь F10 и в меню файл выбираем пункт «Выход». То есть мы выйдем сейчас из файлового менеджера и перейдем к файловому менеджеру под названием FAR. Вот он. FAR — это файловый менеджер, который работает с помощью командной строки. И по своей сути он имеет такой же принцип, как и DOS Navigator, Nortel Commander и Volkov Commander. Да, кстати, я на монтаже этого ролика только сейчас заметил кое-какую фичу. То, что звук в системе сильно пролагивает. Вот это поворот! Вот сейчас вы, наверное, слышали звук, то, что он сильно пролагал. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с звуковой картой, хотя виртуальные драйвера стоят. В системе со звуком все в порядке. В OBS нет тормозов. Я не знаю, почему звук сильно заедает. Не знаю почему. Возможно, это какой-то баг, скорее всего. Переходим к Total Commander. Замечательный файловый менеджер, которым многие из вас, скорее всего, пользуются. Версия 2022 года 10.52 спокойно работает на Windows 98. Прям совершенно спокойно. Посмотрим мы с вами архиваторы. Ну, по классике, это, конечно же, всеми известный 7-Zip и WinRAR. Вот они. Красавцы архиваторы. WinRAR 3.93 2010 года выпуска и 7-Zip 9.20 2010 года выпуска. Классические архиваторы. Что у нас еще есть здесь? Видео и звук. Антивирусы тут, кстати, тоже есть. Тут разные антивирусы, вы их уже многие видели сейчас в видео, но я покажу только сейчас к вам Vim. Вот он, бесплатный, свободный и открытый антивирус для старых операционных систем. Вот этот антивирус действительно был сначала под Unix системы, а только уже потом он появился под операционную систему Windows. Для старых систем его как раз таки рекомендует мой любимый ютубер, правда ныне покойный Алексей Лещенко. Он в своих выживаниях под разными системами его рекомендовал часто. Видео и звук. Начнем, наверное, с проигрывателей. Winamp. Живая классика нулевых. Вот он. Только у него скин нестандартный. Надо скин, наверное, ему поменять. Давайте мы ему скин поменяем на классический. Вот он, Winamp. Но, к сожалению, тут нету той самой музыкальной демо-дорожки, поэтому поиграть не получится. А так, версия 2.96. В выживании под Windows XP у меня была 2.95 версия. Если вдруг вы не видели выживание под Windows XP, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании.
экране и в подсказке в правом верхнем углу. MediaPlayer Classic – один из моих самых любимых проигрывателей. Он очень сильно похож на Windows Media Player 6.4, который входил в состав 98-й винды. Версия 2008 года 6.4.9.1. Тоже свободный проигрыватель. Раньше я им постоянно пользовался, сейчас я перешел на VLC, который, к сожалению, уже не поддерживает Windows 9X еще со времен разработки даже. Gomplay. Gomplay — это один из известных проигрывателей, но вот такой вот проигрыватель, тоже бесплатный. Так, следующая программа у нас это проигрыватель компакт-дисков. Что это за программа? Это стандартный лазерный проигрыватель. Стандартная майкрософтовская программа. Так, идем дальше. Дальше мы пройдемся по аудиоредакторам здесь. Видеокодеки мы не будем смотреть, потому что это же настройка их, а тут ничего интересного не будет. Тут есть Windows Movie Maker. Вот он. Он впервые появился именно в таком виде, Windows Millennium Edition. Вот такой вот видеомонтажная программа. Это программа, возможно, вы ей пользовались и, возможно, вы ей монтировали простые видеоролики. Так, давайте пройдемся дальше. Дальше у нас тут есть SoundForge. SoundForge — это известный аудиоредактор. Так, пропищал у нас PC Speaker, то есть пропищал звук. Да, звук в системе, к сожалению, будет заедать. 6.0, вот это самая версия. Это как раз та самая соневская версия. Профессиональный аудиоредактор. Итак, далее у нас тут идет Valve Sau. Это еще какой-то видеоредактор. Точнее, аудиоредактор, я прошу прощения за ошибку. Версия 2006 года, я так понял, или 2017 года, тут чуть-чуть непонятно. Так, это, скорее всего, бесплатное программное обеспечение. VirtualDub — это известный видеоредактор. Нажмем здесь кнопку ОК. Да, система может чуть-чуть подтормаживать, это нормально. Это 98-я Windows. Так, VirtualDub мне систему повесил намертво. Ладно, перезагрузим ее. Короче, я подождал еще какое-то время, и у нас опять произошла ошибка в системе, настолько критическая, что произошел снова синий экран смерти. Гениально. Интересно, сколько синих экранов мы здесь будем видеть? Так, давайте попробуем продолжить работу системы. Все, появился черный экран. Значит, систему надо перезагружать. Так, перезагрузил я компьютер, заходим заново в систему. Так, мы остановились на вот этом видеоредакторе VirtualDub. Я его запускать больше не буду, а сразу перейдем к другим программам. Графика. Здесь мало что интересного вы можете увидеть, но из них достойны внимания это, конечно же, Photoshop. Вот она, 7-я версия. Вот, я очень хорошо помню эту версию Photoshop. Я ее как-то тоже запускал, но я сейчас работаю в Photoshop 2021. До этого у меня на постоянке была CS6, старая добрая. Так, нет, не будем переделывать настройки. И вот он, Photoshop, запустился. 2002 года эта версия. И по функционалу она даже ничем не отличается от современного Photoshop. Завершаем работу Photoshop, и в принципе надо переходить дальше. Есть легендарный Paint. Но Paint и Paint, вы его и все так прекрасно знаете. Тут мы можем что-нибудь написать. Я напишу знаменитую фразу, вы ее знаете из начала видеоролика. Ну прям очень хорошо знаете. Прям очень хорошо. Так, к сожалению, у меня мышка рисовать не очень ровно получается, но за это я еще раз напоминаю. Так, закрываем Paint. О господи, что это за такой заедающий страшный звук? Господи. Что тут интересно дальше будет происходить? Мы уже синие экраны видели, мы уже видели отвал в досе, теперь заедающий звук откуда-то появился. Так, виртуальный CD Demon Tools. Это знаменитая и известная утилита для работы с виртуальными приводами. Что происходит в этой сборке? Скажите мне, пожалуйста. Что, сука, происходит? Синий экран опять произошел, уже третий по счету. Гениально. И опять синий экран. Demon Tools настолько систему мне повесил, да, сильно? Так, опять система зависла. Ох уж эти приколы. Ох уж эти приколы. Баги, фейлы, приколы у нас тут появились. Это как будто мы играем в игру, где много багов, фейлов и приколов. Windows 98 EF. Лучшая компьютерная игра номер 1 в мире. Но это не точно. Нет, не подумайте, что я к сборке придираюсь, это просто я в шутку сказал. Так, Demon Tools мне систему повесил, поэтому давайте хотя бы попробуем здесь другую программу посмотреть, например, Nero. Вот она, вполне себе запустилась. Именно через нее мы раньше и записывали CD, DVD диски. Еще был такой сборник программ под названием Nero 6, где было много утилит. Я Nero 6 неоднократно уже на канале у себя показывал, особенно в классических сборках Windows XP.
Гениально. Nero Express это упрощенная версия Nero Bronechrome, поэтому ее нет смысла показывать. Так, у нас тут программы для проверки CD, форматирования дисков, но нам эти программы не интересны, поэтому перейдем, наверное, к играм. Нет, давайте игры чуть попозже. Разные инструменты есть. Так, у нас тут дальше инструменты различные. Проверка системы, проверка диска, циклинер есть. Вот он циклинер, хотя во времена Windows 98 циклинером не толком никто не пользовался. Перейдем к интернет-программам. Конечно же, Internet Explorer 6. По-моему, это 6-й Internet Explorer, если я не ошибаюсь. Да, 6-й Internet Explorer, тот самый, который был еще во времена Windows XP. Этот браузер вы могли также видеть в выживании под самой Windows XP. Далее тут есть браузер Opera. Firefox тут, к сожалению, нету, но потому что Firefox последней версии тут точно не запустится. Логично. Даже выше второй версии Firefox вы тут не запустите. 9.64. Еще один известный браузер. Он Opera, кстати, тоже появился в далекие 90-е годы. Если мне память, конечно, не изменяет. Так, качалка MuTorrent. Это программа для скачивания торрентов от ваших друзей. 1.8.5. Одна из самых хороших версий uTorrent. Так, что еще по программам интернета есть? Тут братмауэр разные есть, которые вы уже видели, ускоритель интернета, даже редактор торрентов ваших тоже есть. Office, Microsoft Word 97. Вот он, старый добрый Microsoft Office 97. Вот он, 97 год. Да, жалко тут нету скрепки, но она многих немножко подбешивала всегда, поэтому и хорошо, что ее здесь нету. Так, что касается Excel. Excel тоже надо посмотреть. Excel, он и в Африке Excel. Office мы уже весь, по-моему, посмотрели, да. Тут и разные блокноты есть, например, AlecPad, которым я раньше пользовался. Он один из старейших, он ныне, кстати, уже не развивается. Еще с 16-го года вроде прекратил развитие, не знаю по какой причине. TigerPad, это альтернатива блокноту тоже какая-то, я впервые о нем слышу. Так, программы для расчетов мы, наверное, смотреть не будем, потому что они мало нас интересуют. HTML-редакторы нам не нужны, а вот программы для чтения PDF мы посмотрим. Среди них я выделю Adobe Red, это известная программа для читания PDF-файлов. Я ей раньше пользовался, я даже современной версией пользовался, но сейчас PDF я открываю в браузере, потому что в браузере их открывать удобно. Так, пока запускается у нас Adobe Reddit, по идее мы можем посмотреть в параллель другую какую-нибудь программу. Точнее, посмотреть, что тут еще есть. Тут еще есть WinGJVF. Это программа для просмотра файлов GJVU. Вот этот формат программа позволяет вам просматривать. И теперь перед нами Adobe Reddit. Вот он, это 6-я версия. Какого она года? 2003 года. То есть этой версии, можно сказать, исполнилось лет 20 получается. Даже уже больше, 21 год пошел. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Ну, связь, это понятно, служебные это тоже понятно, тут разные диспетчеры задач есть, правка системного реестра, системные файлы можно проверить. В 98-й не было встроенной проверки системных файлов, она появилась только начиная с Windows 2000. И есть та самая программа Renovation Pack. Эта программа вам позволяет превращать Windows 98 в интерфейс другой операционной системы. Мы можем превратить ее даже в Windows XP. И даже в тему Рояль, например, вот так применить. И через некоторое время у нас будет уже тема от Windows XP. Оп, пожалуйста. Вот перед нами Windows XP. Вот Windows XP. А, вот она тема Луна тут есть. Вот сейчас мы можем еще сделать похоже на XP. Так, ждем немножко. Оп, все. Вылитая Windows XP. Эту тему я оставлю, и мы продолжим. И, кстати, крупные значки, все-таки тут можно отключить. Вот сейчас запускаем заново эту программу, снимаем эту галочку, нажимаем применить, и значки возвращаются вот такой вот стандартный стиль. Вот так вот мы и оставим, и побежим дальше по различным программам. Так, специальные возможности, тут есть справка, тут различные есть по программам. Так, и теперь можно посмотреть, по идее, игры. Тут у нас есть второй Warcraft. Давайте его ради интереса запустим. Я что-то хочу показать вам Warcraft. Вот он, Warcraft. Warcraft номер 2. Интересно, вообще тут запустится или нет? Слушайте, а прикольно тут. Ну-ка, синглплей можно? Новая компания. Вот. А, нету новой нету компании, да? Никакой нет компании. А, мультиплеер, если можно. Классик. Так. А, это подключение к интернету. Ладно, не будем подключать к интернету. Ну, потому что я не уверен, что к серверам можно подключиться, поэтому мы это пропустим. Тут и патчены, кстати, ВК 2 есть. Для Battle.net есть. Worms 2 это черви, по-моему, были. Это, по-моему, какая-то была игра, связанная с червями. Я про нее слышал, но так и ни разу не играл. Вот она. Тут, конечно, кодировка немного полетела. Вот, но тут непонятно, можно ее тут запустить или нет. Ладно, останемся мы без червей, к сожалению. Гениально. Сколько можно?
сколько можно? Я даже игру не запустил, Worms 2, а уже опять синий экран. О, Бианвари сказал то, что виртуальный процессор ему кирдык. Кстати, не пропускайте анонсы новых видео и все, что происходит за кадром видео. И обязательно не пропускайте все, что происходит, например, в моей повседневной жизни, подписавшись на мой телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм, если что, в описании под данным роликом. Так, на чем мы остановились здесь теперь? На играх теперь мы остановились. В очередной раз. О, стандартные игры Windows XP. Погнали. Господи. Здесь настолько все медленно работает. Побежимся по играм еще. Маджонг какой-то есть. Запустил он? А, запустил. О, кстати, похож на семеровский вариант, кстати. Вот прям очень похож. Очень. Но я не очень хорошо в него играю, на самом деле. Но я же был самым любителем в этом плане. Просто любил играть в эту игру на Windows 7. Она на семерке как-то получше. Но это по моему субъективному мнению. Сатилек, вы и так знаете, сапер это классика. Сапер это классика на долгие годы. Я в нем никогда не выигрывал и надеюсь, что я когда-нибудь в нем выиграю. Ладно, не буду дальше проигрывать, поэтому выводим сапера и пойдем дальше. Так, гляделка и фанвел. Этой гляделкой до фотографий я, кстати, пользуюсь сейчас ныне. Она очень удобная и бесплатная программа. Очень хорошая. И Mangine. Эта программа, по-моему, с Windows... А нет, это же а-ля программа под названием Firestone и Magic Well. Она чем-то на нее похожа. А возможно, я ошибаюсь. Так, Tians MS-DOS. Здесь, кстати, с ним связанный баг есть. Я его покажу попозже, совсем под конец уже. Калькулятор. Ну, калькулятор, на то и калькулятор. Просто классический калькулятор. Так, какие программы я пропустил? Ну, просто, возможно, я что-то мог пропустить. Нет, мы все, что интересно, мы посмотрели. Некоторые программы нам давали синий экран смерти. Даже система сама при перезагрузке после установки драйверов нам синий экран дала. Ну, просто это настолько забавно, что я же в этом видео упоминаю об этом постоянно. Надо будет все-таки сделать анонсом этого ролика синий экран. Ну, хотя нет, я этого делать не буду. Так, давайте посмотрим. Я, наверное, что-то мог и забыть показать. Нет, вроде я по всем программам прошелся. Тут дальше другие системные утилиты. И, в принципе, по 98-й все. Мы посмотрели все, что тут можно. Так, оформление трогать не будем. Заставки мы смотреть тоже, наверное, не будем. Хотя некоторые из них классические мы посмотрим. По типу вечного двигателя. По типу геометрического вальса. О, заставка часы ОРТ. Ну-ка, давайте запустим эту заставку. О, какая красота. Ну, согласитесь, какая все-таки красота. Заставка часы ОРТ. Но она же без звука, да, заставка идет. Мне чисто ради спортивного интереса захотелось узнать, а звук-то в заставке есть? Ну, а вдруг? Давайте посмотрим заново. Ну, а вдруг? Да, она со звуком, ребят, идет. Только из-за того, что звук заедает здесь, это не очень красиво смотрится. Ну, а так к этой заставке у меня вообще никаких больше нету, как говорится, вопросов. Вот вам и часы ОРТ. Вот другие часы. Нет, я их показывать не буду, а то мало ли система что мне скажет. Так, это у нас заставка медленно проигрывается, но работает. Я, подведя итог, хочу сказать, сборка действительно интересная, забавная. Здесь очень много было программ интересных. То есть много чего мы посмотрели. Вот все, что интересно, по моему мнению, и вам, надеюсь, это понравилось. Да, были синие экраны. Вот это для меня было удивлением. Еще было удивление в том, что DOS отвалился. И, кстати, хочется напоследок показать один забавный баг. Нужно перезапустить компьютер в режиме MS-DOS. И здесь даже кое-какой баг сработал. О, смотрите, MS-DOS тут не работает. Не перезагружайте эту сборку в режиме MS-DOS, он не работает. Гениально. Вообще не работает. Да почему я не удивлен, интересно? Я не знаю. Наверное, это, скорее всего, просто тупо баги. Вот чисто баги, приколы и фейлы по максимуму. Подведя итог, эта сборка действительно мне понравилась. Программы меня порадовали, игры тоже. Пускай я не подряд все смотрел, чтобы сильно ролик не затягивать. Но то, что были синие экраны смерти, это меня, еще раз говорю, позабавило даже. И даже как-то рассмешило. Конечно, заедающий звук он тоже мне подсолил. Ну, в плане звучания. А так, на самом деле, все терпимо. А на этой чудесной и классной ноте и с экраном MS-DOS и ошибкой защиты Windows я завершаю данный обзор. На этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на меня в других социальных сетях, таких как Telegram, Discord, ВКонтакте, Steam. Также не забудьте подписаться на мои Play и Live каналы. Ну и по возможности или по желанию поддержать канал копеечкой. Все ссылки есть в описании под данным видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.